Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй расклад на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем, каковы события ближайших дней и подсказки карт. И хоть у нас неделя не такой и большой срок, но для планирования дел малых и больших какие-то подсказки, я думаю, будут не лишними. Конечно, жизнь не бывает полностью предсказуема. Да и карты, с одной стороны, не расскажут обо всем, что вы чувствуете или что у вас сейчас происходит. Вы знаете, вот в принципе, если мы характеризуем эту карту, это принцип надежности. Заработков, вот, может быть, вопросы, связанные с жилищем, домом, что-то вы обустраиваете, но это вы все держите под контролем. И, в принципе, благополучно, стабильный период жизни. Или к этому нужно стремиться. Мы все к этому стремимся. А уж как там получается. Бывают и внешние внезапности. Бывают и какие-то сюрпризы. Пусть будут сюрпризы приятные. Итак, идем с вами дальше и спросим, каковы энергии этой недели. Или, возможно, какая сфера жизни для вас будет наиболее активно проигрываться. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время, каким энергиям или что нам может помешать. И наоборот, что вас будет радовать, что вам будет помогать. По основным сферам жизни давайте узнаем. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба или документы. Вот все то, что касается деловой сферы. Энергию денег посмотрим. Вторая просилась. Ну ладно. Личная жизнь. И достанем карту совет на этой колоде. Что же для вас будет важно? Что важно знать? Карта будущего. Вот вы уже не оглядываетесь назад. Значит, в большинстве своем, мои дорогие львы и львицы, то, что как бы могло вас привести к какому-то итогу. Вот как будто уже все случилось. Пора делать выводы и идти дальше. И наша девушка серфингом стоит, готовая уже, ждет как будто волну. И готова отправиться. Это сильная, опять же, правда, позиция, когда мы себя сохраняем. Это своеобразный якорь. Но остановка это не для того, чтобы что-то там за уши притянуть, извините за выражение, из прошлого и начать опять там реанимировать. Нет, это время проверки, все ли я взял с собой. Не более того. Вы словно на старте, мои дорогие львы и львицы. Неожиданности. Ну, правда, на старте, если мы сказали карта будущего, а десятка мечей мы закрываем в прошлое дверь. Значит, какие-то могут быть еще нюансы, когда постепенно, шаг за шагом, какие-то штрихи, ну вот это последние уже штрихи, или какие-то последние отголоски из прошлого, они вас могут посетить. Или человек, или просто, мои дорогие львы, по этой карте, обратите внимание, много птиц. Это много информации, это какие-то весточки от ваших бывших или по каким-то вопросам, которые у вас были прежде. Может быть, где-то отголоски этих вопросов или каких-то проблем. Возможно, они будут связаны с теми людьми, которых вы знали, или с какими-то прежними ситуациями. Но вам уже все равно. Вы повернулись буквально спиной к прошлому. Может быть, какие-то и будут приходить сведения, но как будто у вас даже, ну, ни одна эмоция внутри не дрогнет, а уж про чувства я молчу. Никак. Вот это состояние мне никак. Все то, что уже произошло, оно меня и не только не ранит, но я сделал выводы и иду дальше. Очень символично обе карты. Чему сейчас не время? У вас сильная позиция, нам снова карта говорит солнце. Но, вы знаете, с учетом двух предыдущих карт, не бросаться с головой в омут, кому-то помогая. Берегите, храните свое солнце. Не пытаться настаивать на своем. Это точно карта нашего эго. У вас сильная позиция, и иногда это, конечно, прекрасно. И такое, как самодостаточность, качество, это очень полезное. Но порой некоторая самоуверенность переходит в самонадеянность. И мы думаем, что, эх, нам море по колено. Девушка с серфингом. И нам ведь где-то карта говорит, ты не торопись. Значит, вас могут попытаться втянуть в какое-то дело, которое было прежде.
или в чем вы имеете уже какой-то опыт. Может и прийти каким-то отголоском ситуация, но вы на нее должны, как будто, по крайней мере, так как советует карта, реагировать совершенно без эмоций. Ведь Солнце – это еще наши эмоции. Есть еще какие-то детали, которые вам действительно придется закрыть на этой неделе. Или, может быть, узнать, может быть, обдумать какую-то ситуацию. Но не время рисковать как своим направлением, своими планами, своим счастьем, мои дорогие львы и львицы. Что вам будет помогать? Ну, тут действительно, это по сути карта самодостаточности, девятка пентаклей, когда у нас все есть. И получение денег конкретно может помочь. Может быть, это будет связано и с помощью, но чаще по этой карте действительно самодостаточность. Это те деньги, которые мы заработали сами. Или пусть это будет как какая-то деловая финансовая сфера, где вы уладите те или иные вопросы. Это карта прогресса своего рода. Когда мы понимаем, что да, мы какие-то правильные очень шаги сделали, и теперь мы имеем результат. Но по нумерологии 9 преддверие перемен. И поэтому, правда, все то, что нам сказали по тройке жезлов, для вас будет как важно знать, мои дорогие. Сильная позиция, но тиражировать себя не на помощь кому-то, может быть. Ну, смотря, понятно, тут все имеет свои рамки. Но если вы помогаете из добрых побуждений, значит, нужно как-то либо просчитать, либо продумать, кстати, какой-то ваш финансовый вопрос, чтобы не было потом бреши финансовой. Буквально нам помогает, когда мы деньги сохраняем. Есть и такой момент. Или когда мы не делаем что-то опрометчиво, но впереди как будто будут еще какие-то возможности. И поэтому консолидировать самого себя, свои собственные ресурсы, это все для вас во благо. Дела, работа, бизнес. Ну что тут скажешь? Карта силы. Да, эго приходится где-то так причесывать. Плавно. По шерсти, что называется. Часто очень в колодах Таро карта силы изображена лев. Вот именно как прообраз эго. А здесь у нас изображена девушка, половина лица. Ну, так это напоминает львиную гриву. Поэтому эмоции могут рваться наружу. Но эта карта предполагает дипломатию. Не включение в какие-то вопросы. Это больше позиция серого кардинала, мои дорогие. Люди вокруг могут манипулировать на этой неделе. И ваша задача не броситься с места в карьер, а остановиться. Ну, как минимум, вдохнуть, выдохнуть и подумать, зачем человек появился в моей жизни. Или для чего мне дана данная информация. Иногда это приходит именно потому, что желание людское. А иногда бывает, мои дорогие, так, что это нас, как пространство, Вселенная, проверяет, устраивает нам своеобразный экзамен на прочность, стойкость, выдержку и не повторим ли мы каких-то ошибок прошлого. Вот где-то нам ведь об этом тоже говорят. Сильная позиция, вот у нас козленок, поэтому какая-то тактика не включения и, знаете, подмечать все до мелочей, что говорят. И где-то проанализировать это стоит. Для чего-то это вам будет полезно. Но и сохранять свое доброе имя, свои возможности. Но думать больше где-то о себе. Пусть девятка пентаклей не совсем карта эгоиста, как я называю девятку кубков, так, но она где-то близка. И карта силы подтверждает все то, что я сказала. Финансы. Работай, и у тебя все получится. Восьмерка пентаклей – одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Это когда вы уже профессионал в каком-то деле, и вот этот рост профессиональный или, ну, стремительный даже какой-то рост может у вас как раз получиться по финансам с учетом девятки пентаклей. Может быть, это будет связано с должностью, или вокруг вас как-то меняется обстановка, и вы можете где-то замереть в ожидании, что вот-вот должен решиться какой-то вопрос. Может быть, обстановка вокруг вас подводит к какому-то итогу и к какому-то событию. Может быть, и интуитивные предчувствия, вполне вероятно. Доверяйте своей интуиции. Но если мы сказали, деньги не тратим, пятерка пентаклей, с деньгами нужно все же быть аккуратному.
по пятерке пентаклей это у нас две позиции, по которым мы можем испытывать недостаток. Недостаток в деньгах и недостаток взаимопонимания. Поэтому по карте силы тут как раз мы со всеми провзаимодействуем очень правильно. У вас, по крайней мере, такие энергии будут на неделе. Со всеми договориться. Поэтому даже с теми людьми, которые сложные, несговорчивые, с каким-то, ну, может быть, характером, который для вас неприемлем. Но, тем не менее, у вас получится найти какое-то среднее арифметическое или даже в спорных вопросах конфликта. Это не вы конфликтуете, но может быть вокруг такая обстановка, а вам придется быть третейским судьей. И так ведь тоже бывает. Так вот, установить нейтралитет какой-то, у вас для этого все карты, все козыри, мои дорогие, в руках. И где-то нам подсказывает, может быть, в плоскости деньги и взаимоотношения находится своеобразная закрытая дверь. Нет смысла чего-то ждать. Вот эта дверь никогда не откроется. Переложите на свою ситуацию, правда. Вот закрыли эту дверь и идем дальше. Личная жизнь. Дружба. Конечно, по этой карте карта ностальгии, приятных эмоций, воспоминаний, мои дорогие. Но здесь еще карта взаимоподдержки. Именно в этой колоде. Так красноречиво прорисована она. Поэтому, если вообще все хорошо, как бы. Ну, может быть, и есть какие-то нюансы, понятно, у каждого свои, и не все нам нравится. Но, тем не менее, фон как раз благоприятствует как взаимопониманию, повторяюсь, и в личной жизни, или взаимоподдержке. Вас могут поддерживать, и такое тоже может, я могу предположить. По этой карте это, по сути, дружба. Поэтому, если любовная история, то больше взаимопонимания может быть на этой неделе. Может быть, и вам нужно какие-то важные разговоры провести, расставить точки над «и», какие-то нюансы выяснить, но без напора, без доказательств. А вот так дипломатично. Для тех, кто один или одна, есть скорее, или может быть, по крайней мере, такой человек, который вас понимает, мои дорогие. И карта говорит, если вы действительно один или одна, то очень важно, когда у вас рядом есть те люди, ну пусть не буквально рядом, в вашей жизни, в вашей судьбе, есть те, с кем вы можете поговорить по душам. Потому что вот эта пятерка пентаклей, я сказала, недопонимание, как раз мы можем и устранить. Возможно, это и в личной жизни, проговорить что-то очень важное. Но или по шестерке чаш буквально о себе могут напомнить люди действительно из прошлого. Или какие-то ситуации тех, может быть, персон, которых мы знали, может быть, и расстались, или даже давно не видели. Мы можем где угодно их случайно встретить, или кто-то может объявиться, может быть, посредством мессенджеров, интернет. Карта совет, давайте посмотрим, Верховная Жрица. Сохраняйте себя, это карта независимости. И все то, что я сказала, такие энергии, как и свои дела, как и финансы, как и свое солнце, мои дорогие, не тиражируйте, в очередной раз повторяюсь. Верховная Жрица, она как раз умеет увидеть то, что скрыто, то, что находится как будто в тени. Ведь любое событие имеет причину и следствие. У вас прекрасно будет работать интуиция. И вы можете себя поблагодарить как раз за самодоверие. И может быть будет ситуация, когда вы себе скажете, а надо же, а ведь я это предвидел. Или я это предчувствовала. По Верховной Жрице мы о себе, конечно, много не рассказываем. Здесь молчание золото на этой неделе. Но, может быть, и в разных ситуациях, в которых вы можете оказаться, к примеру, да, вот я сказала, случайно даже, кто-то конфликтует, а вы случайно заходите в кабинет, а там уже какие-то распри в полном разгаре. Ну, сказать, что мирить, нет, но нейтралитет какой-то держать определенно нужно. А еще лучше ретироваться, мои дорогие, это правда. Не должно быть чего-то такого, что ставит под сомнение как раз вашу репутацию или все тот путь, который вы прошли буквально до этого момента. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.